Сегодня будет очень кабачковый выпуск. Сразу два рецепта, простые и доступные. Один из них подойдет на завтрак, а второй на праздничный стол. Ну и тот и другой из разряда приготовил, попробовал и захотелось повторить. Беру один крупный кабачок, натираю его на крупной терке, не мельчу. Текстура должна чувствоваться. Сразу добавляю щепотку соли. Перемешиваю и пока отставляю в сторону. Пусть постоит и пустит сок. Напишите в комментариях, у кого какие любимые рецепты с кабачком. И да, весь список ингредиентов, как обычно, в описании под этим видео. Теперь в отдельную миску вбиваю 4 крупных яйца. Просто разбиваю и слегка взбиваю венчиком. Благодарю вас за комментарии и активность на канале. Вот недавно подписчик написал, что ему особенно нравятся рецепты из кабачков, и я с удовольствием беру такие пожелания в работу. Поэтому здесь сразу два рецепта, как и просили. К яйцам натираю 2 небольшие моркови, тоже на крупной терке. Соль не добавляю. Получается натуральный вкус, и при обжарке морковь дает легкую сладость. Перемешиваю с яйцами. Кабачок уже пустил сок, аккуратно отжимаю, не слишком яростно, просто чтобы убрать лишнюю жидкость, и перекладываю его в миску к моркови с яйцами. Теперь специи, у меня прованские травы, люблю их за ненавязчивый аромат. Главное, смотрите, чтобы в составе не было соли, тогда вы сами контролируете вкус. Посыпаю, перемешиваю и все, основа готова. Теперь разогреваю сковороду. У меня диаметр 24 сантиметра. Добавляю немного масла для жарки. Выкладываю овощную смесь ровным слоем. Разравниваю лопаткой и накрываю крышкой и ставлю на самый маленький огонь. Вот здесь не надо торопиться. Пусть готовится медленно. Так омлет не подгорит, а снизу образуется красивая румяная корочка. А пока у нас есть пара минут, можно натереть плавленый сыр. Лайфхак. Если сыр плохо трется, положите его на 20-30 минут в морозилку. Потом все пойдет как по маслу. Когда омлет почти готов, аккуратно посыпаю его сыром прямо над сковородкой и слегка разравниваю лопаткой. Накрываю крышкой и снова на минимальный огонь. Тем временем зеленый лук. Нарезаю его мелко и щедро посыпаю сверху. Зеленый лук отлично освежает вкус, особенно с плавленым сырком. Вот и все, можно подавать. Просто и вкусно, без лишних хлопот. Кстати, этот рецепт отлично подходит на завтрак. Все делается в одной сковороде, быстро и из доступных продуктов. Никаких специальных техник, все легко повторить. А результат, как говорится, ничего лишнего, но все на месте. А дальше еще интереснее. Тоже кабачки, но в виде нежных рулетиков с начинкой. Совсем другой вкус и подача. Пикантный вкус, немного остринки и самые обычные продукты. Все, что нужно для отличной закуски. Беру 2 кабачка среднего размера, примерно по 300 граммов каждый. Такой размер удобен. И нарезать легко, и сворачивать потом удобно. Нарезаю тонкими слайсами, около 2-3 мм толщиной. Чем тоньше получается, тем аккуратнее выйдут рулетики. Если кабачки крупные, разрезаю слайсы вдоль, чтобы они не были слишком широкими. Присаливаю и оставляю на время. Пусть пустят сок и станут мягче. Для начинки беру свежий укроп. Он ароматный, яркий и его удобно мелко нарезать. Сразу перекладываю зелень в большую миску, там все будем смешивать. Из сыра выбираю сулугуни, но можно взять и любой другой, главное, чтобы он хорошо плавился. Натираю его на мелкой терке, добавляю сметану 15% жирности. Чеснок по желанию, пара зубчиков для аромата будет в самый раз. Немного свежемолотого перца для баланса вкуса. У сулугуни мягкий солоноватый вкус с ноткой творожности. Идеально подходит для этой начинки. Чтобы она держала форму при сворачивании, убираю миску в холодильник. Для панировки понадобится 2-3 яйца. Просто взбиваю их вилкой. Соль не добавляю, ее достаточно в кабачках и сыре. Слейте лишний сок с кабачков, если нужно.
Промокните бумажным полотенцем. В отдельной тарелке немного просеянной муки. Сначала обваливаю каждый слайс в муке, потом в яйце и отправляю на разогретую сковороду с маслом. Готовлю на небольшом огне, так кабачки прожариваются равномерно и не подгорают. В начинку кладу тонкий ломтик помидора. Он добавит и вкус, и цвет. Нарезаю его продолговатыми кусочками, чтобы удобно было заворачивать. Можно заменить на болгарский перец или даже свежий огурец. Ориентируйтесь, как вам больше нравится. Кладу начинку ближе к краю слайса и аккуратно сворачиваю в рулетик. Получается нежно, сочно и очень красиво. Отличная закуска. Подойдет и к праздничному столу, и к обычному ужину. Если рецепт понравился, поставьте лайк и расскажите о нем друзьям. В заставках к этому видео оставлю еще несколько удачных рецептов с кабачками. Спасибо, что смотрите, и приятного аппетита!